Друзья, снова приветствую вас на канале Разводня как хобби. Сегодня у нас будет видео о подготовке к размножению наших сомиков. Вот здесь у меня есть производители Коридорас Штерба. Очень красивая рыбка. И Коридорас Венесуэла Оранж. Этим рыбкам практически год. И они уже готовы к размножению. Даже уже несколько раз я видел, что они в общем аквариуме откладывали икру. Но, по крайней мере, Венесуэла Оранж точно откладывали икру. А штербики особо-то и не видел. Но вроде бы здесь как одна самочка есть, а остальные вроде бы самцы. Может даже и две самочки. Ну, короче, попробуем их отсадить. Я вам сейчас покажу, как мы отсадим, какие сделаем отсадники, что туда поставим, и будем ждать, когда они у нас решат отнереститься. Возможно, нужно, чтобы немного давление упало, но у нас сейчас солнечные дни стоят. Но ничего страшного, мы поставим туда фильтры в их нерестовички, и думаю, результат не заставит себя долго ждать. Скорее всего, мы отсадим по одной самочке и к ней подсадим двух самцов. Потому что смотрю, когда я крапчатых размножаю, то это как раз самый наилучший вариант. Итак, друзья, вот смотрите, выловил я производителей, да. Значит, ну, не особо так хорошо видно, скажу я вам, где самочка у Штербы. У Венесуэла Black, Венесуэла Orange, извините, тут четко видно. Вот две самочки. Одна вот слева, чуть вверху видно животик. А вот это, наверное, слева самочка Штербы. Такая она заметная, у нее такой животик есть. Ну, короче, сейчас отсажу, как у меня получится, и вам, соответственно, покажу. Итак, прошло 20 минут, 25. Производители отсажены. Вот здесь у нас Венесуэла Оранж Коридорасы. Самочка и два самца. Это спрятались вон там вдалеке. И здесь вроде бы как один самочка вон там на дальней стеночке и два самца Коридорас и Штерба. Значит, что по воде? Вода из системы, из аквариума. Ну, там, где они жили, из общей системы. Значит, здесь получается 3 литра из системы воды. Уровень еще небольшой. Я думаю, если что, я им завтра еще добавлю. И 4 литра осмоса. Всего здесь 7 литров воды. Здесь так же самое. И еще осталось здесь место, то есть завтра на утро, если нереста не будет, я им добавлю еще 2 литра осмоса. И тем так же самое. И еще потом 2 литра. Ну, то есть буду стимулировать, так сказать, нет. Я их еще ни разу не разводил, поэтому варианты нужно пробовать. Они успокоятся. Поставил им туда по эрлифтному фильтру. Аэрация такая нормальная, такая бурлит хорошо, ну, чтобы хорошая была циркуляция воды. Градусники ставить не буду. На разводне здесь получается 25 градусов. Ну, здесь примерно на этом ярусе будет градуса 22. То есть нормальная для них температура, им больше не нужно. И оставляем их до завтра. Завтра с утра посмотрим, какой будет у нас результат и будет ли вообще что-то. Ну, кормить их буду сегодня вечером. Сейчас уже почти вечер, 5 часов вечера. Дам им сегодня на ночь аулофоруса. Они немножко покушают его и, думаю, должно что-то у нас получиться. Остальных рыбок я выпустил обратно в этот аквариум. Ну, вроде бы, как я посмотрел, вроде бы у Штербы тоже есть еще самочка, там в дальнем углу она сидит.
И тоже самочка есть у Венесуэлы Оранж. Вот она справа внизу. Ну, короче, посмотрим, какой результат будет. Попробуем потом других производителей еще отсадить. Ну, а там посмотрим. На улице уже вообще темно. Наши сомики немного успокоились, там уже кучкуются за дальней стеночке. Эти тоже. Я им решил насыпать не олофоруса, а мороженого мотыля. Но они как-то неохотно его едят. Ну, возможно, когда свет будет на разводне потушен, тогда они уже более хорошо подойдут к этому вопросу, насытятся, и, возможно, утром будет нерест. Ну, я на это не рассчитываю. Возможно, на вторые, может, на третьи сутки. Ну, посмотрим. Пока самцы притрутся к самочкам там и так дальше, более ближе с ними познакомятся. Ну, короче говоря, ждем утра. И тогда будем говорить о каких-то результатах. Незаметно и достаточно быстро прошла ночь. Что у наших производителей? Значит, Штерба. Никакого движения нет. Я им еще вчера вечером положил аулофоруса. Вот. Они его благополучно скушали. Кстати, мотыль не особо, можно сказать, даже его и не ели. Но пока у них движняка нету. С нашими оранжами то же самое поступил я также. Дал им тоже аулофоруса, у них даже немножко он еще осталось под фильтром. Но у них какое-то движение вроде бы есть. Самцы как бы вроде бы за самочкой гоняются, но не очень. Как вы помните, уровень воды не особо большой. Я сейчас долью еще по 2 литра им сюда осмоса. Уровень, соответственно, сантиметра на 3-4 повысится. Возможно, это еще улучшит их состояние и даст им стимул. Возможно, завтра с утра они отнерестятся. Но это, конечно, не точно. Мы за этим обязательно будем наблюдать. Вот. Ну и штербики наши то же самое. Непонятно, что-то они вообще там грустят в углу. Ну, для того, чтобы не затягивать видео, на результат завтрашнего дня мы посмотрим в следующем видео. Кому интересно то, чем я занимаюсь, подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить лайк, для того, чтобы продвинуть видео на просторах интернета. И до встречи в следующем видео о результатах нашего нереста.